Есть в зале бизнесмены или топ-менеджеры? Поднимите руки. Отлично. Вам будет интересен мой материал. Материал, о котором я сегодня расскажу, это криптовалютные расчеты в корпоративном мире, где они уже используются, какие есть преимущества, какие, соответственно, недостатки, какие риски и как построить использование криптовалют, чтобы избежать любых правовых рисков. Сейчас об этом я всем подробнее расскажу. Сейчас подключит нам презентацию Лев. Назад. Ну, это, соответственно, список компаний, их логотипы, которые уже используют криптовалюту в своих расчетах. Они принимают оплату, вы можете без проблем зайти на сайт Microsoft, Amazon и купить некоторые вещи уже в криптовалютах. Ну, естественно, в биткоинах в первую очередь. Это по данным NASDAQ, NASDAQ где-то неделю назад выпустил обширную статью по поводу использования криптовалют, и в которой говорилось о том, что уже более 100 тысяч компаний по всему миру используют криптовалюты. И на это есть ряд объективных, фундаментальных причин, о которых я сейчас расскажу. Прокрутишь, Лев? Я человек с многолетним опытом ведения бизнеса, и я знаю, что нужно бизнесу. Помимо этого, я более 3,5 лет занимался профессиональным аудиторством и частным консалтингом финансовым. И я по своему усмотрению подчеркнул 6 основных преимуществ, которые дает криптовалюты. Первое преимущество – это круглосуточность транзакций. Вы можете делать свой бизнес 24/7, и вам не нужно ждать, когда ваш банк будет работать, да, когда у него рабочие будни. И это колоссальное преимущество, которое дают криптовалюты. Второе – это практически нулевая стоимость транзакций. Если мы говорим о глобальных межкорпоративных переводах на глобальном рынке, это валютные переводы, то вы сталкиваетесь с рядом определенных препятствий, в том числе это огромные транзакционные издержки, потому что ваши деньги идут через ряд посредников. Это ваш банк, банк-корреспондент, брокер, если вы его используете, SWIFT-система, банк-корреспондент принимающей стороны и банк конечного получателя. Соответственно, криптовалютные транзакции, как нам известно, они исполняются напрямую между получателем и отправителем. Доступность глобальному рынку. Можно так сказать, чем отличается успешная страна, развитая, от неуспешной? Это доступность денег и доступность финансов. Есть очень интересный материал, почему Украина такое тяжелое финансовое положение. Туда элементарно денег перевести невозможно. Если вы попробуете отправить туда какой-нибудь крупный солидный перевод межкорпоративный, вы столкнетесь с огромным количеством проблем. И это присущи многим странам. То есть переводы даже в России, если вы хотите более 50 тысяч долларов куда-то перевести, вам нужно заводить паспорт сделки, вам нужно проходить валютный контроль. Все это занимает тоже дни. И следующее, я перескочу на одно, это скорость транзакций. Даже если вы все это прошли, любой межкорпоративный перевод осуществляется в течение от 3 до 10 суток. Как правило, это 5 суток. Криптовалютные транзакции 10-20 минут. Если вы хотите, чтобы она была исключительно надежна, соответственно, можете подождать час, пока несколько цепочек блоков захэшируются. Ну и самое основное также – это полный контроль над своими средствами. Банк не будет крутить вашими активами и не сможет внезапно обанкротиться. Эта тема не особо освещается, да, но когда отзывают лицензию у банков, когда банк банкротится, представляете, что становится с организациями? Все говорят о том, что вот вклады физических лиц, они прогорели и так далее. У бизнеса все деньги прогорели, и особенно если они не застрахованы, это ужас. Тут в данном случае вы полностью контролируете свои средства, и если вы не забудете своего приватного ключа, с вашими средствами ничего не произойдет. Я думаю, это достаточные преимущества, которые заставят вас подумать о том, что криптовалютные расчеты все-таки интересно применять в своем бизнесе. Но пойдем дальше.
Немного расскажу о такой вещи, что же такое криптовалюта с точки зрения права. Самым основным заблуждением, очень многие люди спрашивают у меня, и очень многие люди задавали этот вопрос. Самым основным заблуждением является, что криптовалюты запрещены, и криптовалютами нельзя пользоваться. Это не так. На Википедии есть ссылка «Легальность биткоина по странам мира». Только в 4 странах мира биткоин и любая криптовалюта полностью запрещены. Это Киргизстан, Бангладеш и еще какие-то 2 страны, не буду сейчас пытаться вспомнить. В остальных странах криптовалюты разрешены к использованию, и они классифицируются по-разному. Где-то это платежное средство, как в Японии, где-то цифровой товар, где-то это иностранная валюта, где-то частные деньги, как в Германии, где-то это может рассматриваться как финансовые вложения. Есть более специфические вещи. Например, в Испании криптовалюта — это, как у них там, ну, если по-русски, то это просто вещь. И при совершении сделок с криптовалютами применяется бартерное регулирование сделок. То есть все, что вам нужно понять, чтобы использовать криптовалюту, чем она является с точки зрения права в вашей юрисдикции. Например, с точки зрения права в вашей юрисдикции это иностранная валюта. Мы заходим в правовые законы данной страны, смотрим, какое регулирование применяется для иностранной валюты, и все, и мы понимаем, как использовать криптовалюту. Вот это вещи, которые нужно понимать, чтобы использовать криптовалюту. Теперь немного по недостаткам пройдемся. В России в настоящий момент никак не запрещена и не разрешена криптовалюта. В 2018 году говорят, что Минфин собирается приравнять ее к иностранной валюте. Но пока конкретных регулирующих актов не будет, говорить о чем-то преждевременно. Поэтому в России пока нет правового поля. Но нет поля, которое это запрещает. Хочу обратить внимание, многие видят, многие интересуются этим вопросом. Есть много писем от Центробанка, много писем от комитетов Госдумы. Все эти письма не носят никакого юридического характера. Это письма, обсуждения и не более. Нету пока закона, который конкретно бы говорил, чем является криптовалюта. Ну, раз мы говорим о корпоративном мире, я хотел бы просветить бизнесменов и топ-менеджеров. Я скажу о проблемах, которые характерны для криптовалютных транзакций в корпоративном сегменте, в B2B именно. Первое и самое главное — это открытость сделок. Да, вот 100 тысяч компаний, они могут, и вы можете без проблем принимать криптовалюту от физических лиц к оплате. Когда мы в магазине расплачиваемся за какой-то товар, нас не спрашивают наш паспорт, обезличено, все проходит отлично, вам просто выписывают чек. Но когда речь идет о межкорпоративных расчетах, первым и самым главным условием является открытость сделок. Мы должны знать компанию, которой мы платим, в лицо. Мы должны знать, кому мы платим, а не платить не на анонимный биткоин-кошелек. Это первое условие наличия вообще криптовалютных транзакций в корпоративном мире. Второе — это финансовые инструментарии. Сейчас нет сервисов, которые позволяют полноценно использовать все финансовые возможности для корпоративного сегмента. Ну, по-простому, любой бизнесмен, любой топ-менеджер привык пользоваться рядом инструментов. Это аккредитивы, инкассо, овердрафты, кредитные инструменты, все то, что дают банки. Сейчас нет сервисов, которые дают все это в криптовалютах, в том числе хеджирование рисков. Да? Это просто очень актуально на фоне волатильности курсов. Далее, совместимость сервисов. То есть вы ведете свою программу учетности, у вас есть ERP, CRM-системы. Да? Тот сервис, который вы будете использовать для криптовалютных транзакций, должен предоставлять интеграцию. Вы не будете перепечатывать свою ERP-систему вручную все транзакции, чтобы вести свой учет, естественно. Должна быть совместимость. Надежность. Конечно, надежность должна быть у сервиса, особенно на фоне последних всех взломов. В этом плане надежность может также замещать или дополнять возможность хеджирования своих рисков и хеджирования остатков на криптовалютных счетах. И, соответственно, самое главное, с чего я начал вообще и чему посвятил целый слайд, это правовое сопровождение. Я уверен, для многих из вас моя информация будет достаточно новая и интересная.
Мало кто знает, как вести криптовалюты, как их учитывать, как отражать курсовые разницы, как строить налогообложение. Любого сервиса, вы, когда пользуетесь банком, у вас есть консультант, вы можете всегда к нему обратиться. Он пояснит какие-то вещи, он пояснит, как создать паспорт сделки для международного перевода и так далее. Все это правовое сопровождение обязательно для бизнеса. Мы говорим о сервисе, который в будущем будет для криптовалютных расчетов B2B. Ну, это, собственно, 5 основных таких вещей, которые должны присутствовать на данной платформе. И как раз данную платформу разрабатываем я и моя команда. Платформа называется GenCore. Мы делаем децентрализированную цифровую юрисдикцию и экосистему для организаций. В контексте сегодняшней повестки дня, это место, где они могут проводить все эти криптовалютные транзакции и получать достойное правовое сопровождение, получать финансовый инструментарий, получать возможность хеджирования своих криптовалютных средств на счетах. И получать, что самое главное, это открытость сделок. Как это происходит? Вы бизнесмен, вы регистрируете свою компанию за 5 минут на нашей платформе. Да, это является вашей публичной карточкой. Автоматически в вашей компании открывается криптовалютный счет. Вы можете их открыть несколько в разных криптовалютах. Далее вы можете свою компанию верифицировать, то есть обычным способом привязать ее к реальной компании, что вот компания GenCore, она вот GenCore в такой-то юрисдикции, вот такие-то регистрационные данные. И далее вы уже можете в этой экосистеме совершать между друг другом, между компаниями криптовалютные расчеты, потому что десятки, сотни тысяч организаций принимают эту криптовалюту от физических лиц, а куда ее девать, они не знают. И как это происходит? Они просто конвертируют эти средства в фиат на биржах и далее уже распределяют их по своим расходам. Мы хотим замкнуть данную цепочку и позволить организациям использовать эти криптовалюты уже при расчетах с контрагентами, со своими поставщиками, со своими сотрудниками и так далее, и так далее. Но для этого нужна открытость сделок, о которой я сказал. А кто мне дальше перелистнет слайд? Вот сейчас мы быстро пройдемся. Вот так примерно выглядит карточка компании. То есть компания, информация о ней, какого она типа, какая у нее бизнес-область, ссылки на социальные сети. И далее будет, соответственно, кнопка верификации. Если компания верифицирована, у нее, соответственно, галочка, мы можем на нее нажать и посмотреть, какие это регистрационные данные, какая это компания в обычной жизни. Ну, например, ООО такое-то, ИНН такое-то и так далее. Это ваш список сотрудников, соответственно, вы можете пригласить своих сотрудников в компанию, на каждого из сотрудников будет регистрироваться автоматически также криптовалютный счет, и вы можете своему сотруднику выплачивать зарплату в криптовалюте на его расчетный счет. Проблем с этим сейчас уже абсолютно нету, есть сервисы, которые выпускают банковские карты, которые привязываются к криптовалютным счетам, и сотрудники могут данные средства расходовать, это сейчас уже решено. Так выглядит поиск компании. У вас есть возможность найти необходимую компанию, связаться с ней в случае чего. То есть мы предоставим сервис не только для расчетов, но и для нахождения контрагентов, с которыми можно вести данные расчеты. Далее. Как это будет реализовано? Ядром системы является мессенджер, потому что бизнес — это очень консервативная среда, и она должна, для нее инструмент должен быть предельно понятен и прост в освоении. То есть все то, о чем я говорю, будет сшито в интерфейс мессенджера. Вы находите компанию, вы с ней связываетесь, вы с ней переписываетесь, и тут же в мессенджере вы можете создать платежную транзакцию и отправить им средства, и получить подтверждение о получении данных средств. То есть интерфейс будет предельно лоялен к пользователю. Можем дальше. Да, соответственно, мы сами проводим тоже ICO. ICO у нас назначено на 1 ноября. Мы планируем собрать $13,5 миллионов и распределить ее на доработку, техническую доработку продукта, на международную юридическую экспертизу. У нас уже работает несколько юристов, которые отслеживают все правовые изменения, и они помогали в подготовке данного материала. При ICO у нас стартует… Перелистнешь?
Да, это наш roadmap, но я думаю, с ним в white paper вы сможете более детально ознакомиться. Я не хочу на этом сейчас останавливаться, потому что я бы хотел побольше с вами пообщаться и узнать ваше мнение по этому поводу. При ICO у нас стартует неправильная цифра 21 августа. Мы предоставляем 50% скидку на покупку наших токенов. Если интересно, соответственно, подключайтесь, заходите на сайт, подписывайтесь. Будут еженедельные новостные уведомления. Также вы можете перейти к нам в канал в Телеграме. У нас весь штат состоит в Телеграме. Вы можете и технические вопросы задать, и по пиару вопросы задать, и поговорить со всеми основателями. Спасибо. Я хотел бы пообщаться с вами. Сейчас я передам вопросы. И я помню, ты будешь делать анонс о том, что ты приглашаешь самых заинтересованных, нет? Куда? К нам на крышу? Конечно. Ну, конечно. У нас офис находится, мы предельно открыты, у нас офис находится на проспекте Мира, на Садовом кольце, там прекрасный вид с окна. Поэтому, кто хочет, мы приглашаем, подходите. Ваган, добрый день. Знаете, какой вопрос? Я не очень... Слышно меня? Раз. Не совсем понял, не раскрыт был вопрос касательно того, как корпоративное управление строится. То есть в России, давайте возьмем Россию для простоты, есть несколько там форм организационных, да. С точки зрения регуляторики есть те, которые лицензируемая деятельность, там, где есть требования капитала, есть нелицензируемая деятельность, там нет требований капитала. Вот давайте простой вариант возьмем, например, там обычная корпорация, которая нету требований там к размеру капитала, она там ничего не занимает. Как ей на баланс-то крипту поставить? Ну, то есть она купила там биткоин, там, допустим, да, и как сделать так, чтобы ее прокуратура-то не пришла, не сказала, что это вывод средств? Да, хорошо. В России пока никак. В 2018 году, ну а что, так и есть. Я сказал, что в 2018 году говорят, я не ручаюсь за это, что криптовалюту приравняют к иностранной валюте. И в таком случае учитывать ее на балансе и отражать ее нужно будет как простую иностранную валюту. Вы купили на рубли евро, и вы поставили их на баланс. Таким образом и будет происходить это, если приравняет к иностранной валюте. Нужно будет смотреть на закон и уже принимать какие-то действия. Дмитрий Михайлов. Слушайте, а зачем вам криптовалюта? Вы просто хотите заменить собой банк и в нерегулируемой области хотите, чтобы корпорации платили друг другу мимо банка, мимо валютного контроля. Как только приравняют, что в общем не факт, биткоин к иностранной валюте, вас обяжут делать валютный контроль так же, как у банков. И транзакции будут происходить те же самые. Почему вы с рублями не хотите делать то же самое? Вот если через ваш мессенджер одна корпорация платит другой корпорации рублями, зачем вам биткоин? Если вы это сделаете, это будет очень круто, и тогда мимо банков будем пользоваться вами. Не. Вау. А как здесь потише сделать? Так, раз. Смотрите, такой момент. Мы не хотим делать мимо государства, мы не хотим делать мимо банков. Мы делаем легальный сервис для того, чтобы вы могли использовать криптовалюту легально. Мы не способствуем каким-то нелегальным операциям, мы не способствуем сокрытию выручки. И в своей статье, которую я недавно написал, еще жирным специально выделил: если вы используете криптовалюту для сокрытия выручки или ухода от налогообложения, ждите проблем, вас все равно найдут. Мы делаем сервис, где компании могли бы легально это все делать. И мы считаем, что криптовалюта, как я и говорил, обладает все-таки рядом преимуществами перед фиатными средствами, и она будет все глубже и глубже проникать. По поводу правового регулирования. Да, конечно, будут какие-то регулирования, но это будет все уже по-новому, на новом уровне. Мы будем отслеживать законодательство и рассказывать пользователям о тех преимуществах, которые конкретно дает криптовалюта. Поэтому пока криптовалюты. Вот Артем, кстати, задал очень правильную тему по поводу постановки на баланс криптовалюты. А здесь вот я вижу проблем прежде всего с финансовым учетом и бухгалтерским учетом. Если я, к примеру, произвожу деревянные дома, то я покупаю где-то лес, к примеру, у Дмитрия, да? На НДС я, соответственно, сижу, я НДС должен потом как-то к вычету получить. Если я продал за Артему, к примеру, за биткоины,
пару там коттеджных поселков, соответственно, он должен как-то тоже бухгалтерски все это дело отчитаться государству. А при чем тут криптовалюта как Я средство объясню, платежа? Нет, я сейчас объясню ситуацию в чем. То, что вопрос постановки на учет крипты и потом бухгалтерской отчетности между компаниями. Потому что если придет ко мне налоговая и скажет, а вот вы провели транзакции, там отдали 20 коттеджных поселков, а где налоги? И как это будет в налогах? Пока нет налогового регулирования, как все это будет работать, я вот не понимаю. Это еще одно заблуждение. Криптовалюта никак не влияет на налогообложение. Криптовалюта является просто средством платежа. Вы продали коттеджи Дмитрию, допустим, да? Вы отразили это как свою выручку. Выставили ему счет-фактуру, по которой вы должны уплатить НДС. Вы его уплачиваете. Ну, нет, фиатными валютами. Но если государство начнет принимать биткоины, это я буду только рад. Вот. А криптовалюта и криптовалютные транзакции отвечают только за способ взаиморасчетов. Они никакого отношения ни к налоговой декларации не имеют, ни к чему этому, ни к НДСу, ни к налогу на прибыль. В конце концов, вы можете поставить Дмитрию 20 коттеджей, он вам может оплатить их через 5 лет. Или может вообще не оплатить. Это не освободит вас от уплаты налога. Вот и все. То есть криптовалюта — это только средство платежа, она никаким образом не нужно различать товарообменные операции и сам момент платежа. Это разные вещи. Да, слушаю. Синицын Семен, вы сказали, что будете верифицировать компании. Да. Как банк, ну, традиционно, когда верифицирует компанию, он иногда выезжает на местонахождение компании, к нему приходит генеральный директор, как правило, своей подписью подписывает какие-то бумаги. Но таким образом происходит понимание, что действительно за теми, кто заявляет, что стоит за этой компанией, стоят именно конкретные люди. Первый вопрос. Как вы собираетесь это делать по всему Через миру? банки. Через банки, Да. по всему миру. Да. Второй момент. Как подтверждать, вот мне, допустим, как компания, которая воспользовалась этим сервисом, в случае, если меня, ну, скажем так, у меня есть претензии к контрагенту какие-то, каким образом я могу пойти в суд и доказать, что я действительно тому контрагенту-то деньги отправил? Вот, опять же, юридический момент. Еще раз, можете второй вопрос? Смотрите. Каким образом эту верификацию мне предъявить в суде? Ну, так будут документы. То вы, смотрите, если Вы вышлите мне какие-то конкретные документы? Подождите, если вы перечисляете в сторону компании, которая не верифицирована, тут есть определенный процент риска, соответственно. Поэтому, естественно, каждой компании для повышения доверия к ней необходимо будет верифицироваться через банки-партнеры по всему миру. Процедура верификации. Компания приходит в банк, заполняет необходимое количество документов, которое предоставляем мы, ну, то, что надо заполнить. Компания их заполняет, генеральный директор их подписывает, банк-партнер отправляет нам эти документы, и мы ее уже верифицируем. Нет, мы сейчас сосредоточены на разработке самого продукта, но я просто говорю это к тому, что мы имеем понимание, как это сделать. Да. Да? Маган Леконцев Артем. Спасибо. Мне кажется, у вас хороший продукт, не то что хороший, он точно будет востребован, он будет интересен, но, возможно, вы начинаете его чуть раньше, чем рынок к этому готов, пока нет еще правовых криптовалют во многих странах. Так вот у меня вопрос с точки зрения практически, например, это вашего ICO. Вы кого видите сейчас на текущий момент как рынок сбыта? Без проблем. Это заблуждение, что правовое регулирование еще нету. В большинстве стран правовое регулирование уже есть. В Евросоюзе правовое регулирование есть. В Японии полностью правовое регулирование есть. Южная Корея, Австралия. Список можно продолжать долго. Израиль. Это мы в России отстаем, короче. Ну это так. Но я, конечно, расстроен этим, как и все наверняка. Но действительно где наш целевой клиент в первую очередь, это, естественно, западный мир, где это уже полную применяется. Спасибо. Спасибо. Давайте Отлично. последний вопрос, потому что я понимаю, что не доходит сюда микрофон. Спасибо. Да, скажите, вы в своей презентации рассказали о том, что одна из основных причин – это снижение сдержек. Но, как мы знаем, сегодня вход в крипту – это плюс 5%, а выход из крипты – это еще плюс 5%. Итого получается 10%. Скажите, как вы хотите сэкономить? Но когда я заходил в крипту, мне еще доплатили 3%, поэтому это очень спорный момент.
Это первое. Во-вторых, да, есть такая проблема, если по факту. Но я бы не сказал, что это плюс 5 и минус 5%, потому что вот эти наши партнеры, которые будут помогать нам в формировании зарплатных карт, у них комиссия 1%. Это во-первых. С выводом. То есть вы можете вывести криптун под 1%. Во-вторых, ну, когда-то это было буквально полгода назад, это было гораздо больше. Пока мы будем раскачиваться, все эти комиссии будут постепенно уменьшаться, и проблем с обменом не будет. Ну, мы так считаем. Спасибо. Спасибо большое. Давайте поаплодируем. Обязательно можно. Спасибо. Давай.